Всем привет! По традиции, как всегда, я здесь. У нас ничего не изменилось. Хвала богам. Мы снова вместе. 18:00. Как всегда, мы читаем Ральфа Блюма. Очередные чтения с комментарием. У нас сегодня 28-й выпуск. И мы будем с вами разбирать руну Урус. Опять же, для тех, кто только включился, только будет смотреть эту запись, скажу сразу, что мы отошли от классического понимания футарк в силу того, что Ральф Блюм предложил свой порядок, свою последовательность. Поэтому мы следуя его чтению, идем его порядком. Но нужно помнить, что для того, чтобы активировать руны, необходимо все-таки брать за основу футарк, дабы это было не так болезненно по активации энергии. Вот где-то так. Есть один момент. Вот многие спрашивают, ну как, вот изучение рун, там, познание рун, проживание рун, а что такое активация? Зачем активация рун? Я вам скажу, что да, можно прожить, можно прочувствовать руну, можно знать ее значение, но суть активации заключается в том, что вы проделываете определенные практики магического характера, при котором вы снимаете блоки со своих тонких полей. Таким образом, выделяя своим вниманием именно в этих практиках особенность определенной руны по футарку, последовательно по футарку, вы создаете вспышки энергии своим вниманием в своих тонких полях. Таким образом, вы своим вниманием, делая эти практики, высвечиваете качество энергии руны. Таким образом, они становятся активны. Определенное качество энергии становится активным. Вот эта активность энергии, она и определяет особенность, например, определенной рунической энергии биополя. Вот в чем суть активации. Это моя авторская разработка, и практики, которые я даю у себя на курсе, я прошел на себе. То есть, получается, для того, чтобы дать другим, я это использовал на себе, увидел эффективность, исследовал эти моменты. Естественно, что это сначала была такая теоретическая выкладка, допущение. И когда я это проживал, то есть я когда эти делал практики разные, я оставил только на курсе те практики, которые максимально эффективны. Это было много экспериментов в активации. Я вам скажу так, что я активировал руны 2 года. То есть познакомился я с ними за 1,5 месяца из разных источников. Будем так говорить, прожил промедитировал там тоже небольшое время, а оставшееся время, примерно около 2 месяцев, я приходил в становление, знания, накапливал эти знания, а потом оставшееся время на протяжении 2 лет я проводил эксперименты, то, что называется активацией. Я вам хочу сказать, что есть большая разница между просто проживанием руны, да, когда вы своим вниманием выделяете и наполняетесь информационно, и где-то там что-то для себя определяете, особенности, да, то есть вот высвечиваете на сознании. И другое дело, когда вы делаете определенные практики магического характера на уровне биоэнергетики, да, то есть вы работаете со своими тонкими полями. Это совершенно разные вещи. После того, как я стал проводить эксперименты, опять же по футарку, я прошел 1 круг активации, перепробовал разные практики, и потом, когда я увидел, что самые эффективные, самые существенные практики, самые действенные практики, которые возбуждают определенные энергии, качества руны, то я сделал 3-й круг активации, но уже на основе этих практик. И вот после этого, спустя 2 года, я эти практики предложил как обучающий курс.
И вот на основе вот этих вот практик уже есть выпущенные, прошедшие этот курс активации. Их не так много, потому что не все выдерживают те условия, которые я даю. Я не в плане запугивания, а в плане того, что это действительно иногда бывает, ну, где-то даже болезненно, где-то отражается на физике. Но качество прохождения, оно стоит того. То есть я могу сказать, что пройдя активацию, то есть активировав эти энергии в своем поле, ты становишься как бы оператором или частью этой руны. То есть ты являешься носителем руны. То есть ты не просто осознаешь, да, есть такая руна, да, она имеет такой-то смысл, да, я осознаю ее определенную силу, там еще какие-то явления, еще туда доплетают всякую мистику, дух руны, там, ну, это уже оставим для тех практиков, которые это делают. Я никого не говорю, что они правильно, неправильно. Я говорю про себя. Вот. То это, пожалуйста. А когда ты прожил это, когда ты становишься носителем этой энергии, то есть иными словами, когда ты пропускаешь это Севилью, то у тебя искры из глаз летят по-настоящему. Ну, по-настоящему я говорю условно, потому что эти искры можно увидеть только глазами биоэнергетика или глазами, кто видит тонкие поля. Эти изменения в тонких полях, они диагностируются, то есть делаются срезы, делаются щитки, то есть это постоянная диагностика. На протяжении активации этих энергий, становясь носителем, то есть, вот смотрите, мы, например, режем руну на деревянном носителе, или там на камне, это, то есть камень или я приверженец, например, дерева, дерево это носитель. А когда мы активируем руны, то мы делаем себя носителем. То есть мы являемся носителем, на котором вырезана руна. А пройдя весь футарк, мы являемся носителем всего футарка. Таким образом, эти качества энергии, мы не просто понимаем, как они активированы, но мы можем создавать определенные частотные вибрации своего тела для того, чтобы транслировать ту или иную руну. Поэтому это получается максимальное погружение или максимальное соединение с рунической энергией на биополе человека. Вот что у меня таится в курсе. Я по-прежнему декларирую, что я подготовлю открытый вебинар, бесплатный вебинар, где я расскажу о каких-то, знаете, закоулочках, такой вот эзотерическую дверь приоткрою, чтобы вы увидели, что у меня не просто там какое-то проживание руны, или там мы изучаем значение рун, или там рассуждаем, или философствуем. А есть глубокая, глубинная проработка стать носителем рун, носителем этих энергий. Поэтому я и называю, что курс дает такую возможность быть оператором рун, то есть оперировать энергиями рун. Вот что дает обучение на моем курсе. Это вот такое в рамках, знаете, считайте, что это подготовка к тому вебинару, который я планирую провести по том, чтобы рассказать, что у меня на курсе мы изучаем. Ну, а мы как бы продолжаем чтение Ральфа Блюма, чтение с комментариями. Алиса, добрый вечер. Неизменная слушательница. Очень приятно, что вы с нами, что ты с нами. Одна из учениц курса, одна из лучших. Моя гордость. Ну, такой комплимент Алисе. Не знаю, гордится ли она, что она у меня учится, но это ее вы спросите. Вот. А я горжусь. Хорошо, поехали тогда. Будем читать. Пятая руна в порядке Ральфа Блюма. Я напомню, как он определил этот порядок. Он просто ему достался. Алиса пишет «горжусь». Ну, тогда у нас взаимная гордость друг за друга. Это здорово. Напомню, как Ральф Блюм, кто не
смотрел, не слушал, не читал, ну, вдруг так, то я советую все-таки вернуться. У нас 27 выпусков уже готово, по полчаса, по минут 40, вот где-то так, плюс-минус, в пределах полчаса. И мы с самого начала, Ральф Блюм делился, как он открыто делится, он говорит, как он определил этот порядок. Ему руны достались чисто случайно, как бы кто-то подарил ему, и небольшое описание. И ему никто не сказал, как с ними надо взаимодействовать. И он решил, а как же с ними знакомиться? И он их стал доставать по одной, выкладывать. И вот этот порядок, который он выложил, последовательность порядка, он как бы дал за основу порядка. То есть он отнесся к рунам, своим каменным рунам, он отнесся как оракулу, и он спросил оракул, как ты хочешь, чтобы я тебя изучил? И они выложились в том порядке, в котором мы сейчас проходим чтение. Это его право, и нельзя говорить там, вы неправильно активировали. Я думаю, что когда он писал эту книгу, и он об этом ранее говорил, что он изучил много материала, и даже там почетный какой-то профессор, или у него есть какие-то почетные звания исследователя рун. Наверняка он понял вот смысл футарка, изучил эти все моменты. Но, тем не менее, книга писалась в таком порядке, и он так это понимает. Также мы должны помнить, что Ральф Блюм является христианином, скорее всего, ибо в его книге отслеживается христианская мораль. С одной стороны, это понятно, потому что американское общество, оно построено все на христианской морали, и даже законодательство в какой-то степени тоже христианизировано. Но я живу не в Америке, не мне судить, и это ихняя страна, ихние законы. Что касается нашей морали, то это отдельная тема для разговора. Возвращаясь опять же к Ральфу Блюму, мы должны понимать, что, скорее всего, что он христианин нового течения, который допускает определенные условности, то есть у него нету какого-то жесткого фанатизма, потому что если бы у него был фанатизм, то он бы не взял в руки руны, а тем более не гадал на книги И Цзин. А он их считает оракулами, которые являются проводниками между божественным и человеческим. Вот где-то такая вот аннотация, это кто пропустил первые части. Сила, мощь, мужественность, женственность, дикий бык. Так определил Ральф Блюм название, или я их еще называю ассоциативность. Ну, силой я тоже руну называю. Руна Урус — это сила. Это природная инстинктивная сила. Также я согласен с мощью. Относительно мужественности или женственности, это дуальные определители. Не то, что я с этим не согласен, но я бы с этими определителями был предельно осторожен, то есть предельно внимателен. То есть не впадать в эти крайности, мужественность там, или женственность, или еще что-либо. Тем более не допускать какие-то инсинуации гендерного порядка. Поэтому здесь руна Урус, скорее всего, природный первичный инстинкт, ибо Ральф Блюм называет Урус еще дикий бык. Слово «дикий» он определяет как первичный инстинкт, необузданный инстинкт. И, в общем-то, во многом руна Урус именно себя так и ведет. Здесь может быть и какая-то, знаете, вот мужественность, женственность можно заменить на некую инстинктивную сексуальность. Она тоже показывает. Если мы посмотрим в определенные аспекты, а их, между прочим, 28 аспектов проявления руны Урус в рунической сетке, то мы можем отследить проявление действительно больше такого инстинкта, знаете, инстинкта самосохранения, первичного импульса силы, необузданной силы и тому подобных
ассоциаций. Первый абзац из извлечения руны Урус, руны исходов и новых начинаний указывает на то, что жизнь ваша переросла свою прежнюю форму. Эта форма должна отмереть, чтобы новая жизнь могла быть реализована в некой новой форме. Это руна прохождения и как таковая входит в число рун инициатического цикла. Напомню, что Ральф Блюм, точно так же, как он определил порядок рун, как он будет с ними знакомиться, он точно так же вытащил 13 рун, которые он попросил у Оракула, чтобы он дал ему как руны инициации, то есть руны посвящения, руны принятия. У нас завтра будет руна Перт, мы будем говорить о руне инициации. Я вам сейчас просто покажу, как инициация то, что скрыто, ну, то есть инициирование. Мы поговорим ну, во всяком случае, я выскажу свое понимание смысла инициации, что такое инициация или посвящение. Я об этом много говорил, даже есть статьи об этом. Кому интересно, может найти, откопать и почитать мои статьи. Ссылки есть на канале в баннере в правом уголочке зеленый квадратик. Я там разместил все свои статьи. Также вы статьи можете почитать почти все. Там на портале Проза.ру я разместил все свои статьи, а некоторые статьи они размещены не все, к сожалению, руки не доходят на сайте. Поэтому найти вы там тоже сможете в разделе статьи. Я сейчас, кстати, провожу вот такую очередную ревизию сайта, привожу его в порядок, поэтому пусть вас не смущает, если вы зайдете на главную страницу, и там будет, ну, пока ничего нету. То есть я пока готовлю материалы, немножко буду видоизменять сам вход и переходы и тому подобное. Там нужно быть очень внимательным. Это так, чтобы вас не смущало. Сайт по-прежнему функционирует, и он будет наполняться, изменяться, наверное, еще много-много раз. Но я отвлекся. Излечение Урус, руны исходов и новых начинаний. Почему Ральф Блюм называет, вот, наверное, где-то интуитивно, он почувствовал новое начинание. Для этого мы традиционно откроем с вами древо Игдрасиль и посмотрим, на какие миры связывает руна Урус. Руна Урус является мостиком между Мидгардом и Ванхеймом. В данном случае символом руны Мидгарда является руна Гера, а Ванхейма является руна Ингус. Ванхеймом, я считаю, это мир стихии Земли или первичный первый элемент стихии Земли. Руна Урус также имеет первичный элемент стихии Земли, то есть в нем присутствует доминирующий заряд первого элемента. Я называю стихию первым элементом, такое квантовое название, если хотите. Оно мне больше нравится, оно больше характеризует такой вот метафизический подход, чем какая-то определенная мистификация. Я стараюсь уходить от мистифицированных терминов, которые характеризуют и портят лицо магии как науки, а использовать более научные, метафизические значения терминологии. Некоторые термины пришлось даже, ну, как бы взять за основу или придумать самому. Ну, как придумать? Слова не придумаешь, я их просто перефразировал для себя. Так вот, доминирующий первый элемент, в чем особенность доминирования первого элемента? В каждой руне есть все 4 стихии, абсолютно все. Иначе бы они не являлись бы неким элементом материализации этих энергий или определенным потенциалом заряда. Так вот, определенная составляющая или частота нахождения первоэлементов огня, воды, огненного аспекта, водяного, земного и воздушного, они создают определенное качество энергии, то есть качество вибрации рун.
Вот это есть особенность. Это для меня было открытие, и взяв за основу вот эти открытия, ну, для себя открытия, я стал экспериментировать, именно понимая так. Есть ли какой-то прибор или чашки взвешивания первоэлементов? К сожалению, я до этого еще не дошел. Я хотел бы, может быть, прийти к тому, чтобы каким-то образом создать определенные измерения. То есть, может быть, какой-то физик посмотрит, и мы сможем вместе с ним провести эксперименты по вибрациям тех или иных энергий и выявить определенные... Опять же, нужно создать какую-то шкалу, где будет измеряться наличие тех или иных первоэлементов. Пока это в процессе исследований, я продолжаю исследовать эти моменты, они мне очень интересны. Уже есть определенные результаты и есть интересные наблюдения, но о них, пока я их не доведу экспериментально и практически до системы, я это пока давать не буду. Пока то, что я даю на курсе, оно остается цельным и действующим, ничего не поменялось. Так вот, возвращаясь о том, что у руны Урус, несмотря на присутствие всех 4 элементов, является доминирующий элемент стихии Земли, то есть земной аспект. Что особенно? При определенных комбинациях, это, кстати, очень хорошо наблюдается в рунической магии, при определенных комбинациях или сочетаниях, или соединениях, в некоторых случаях первый элемент может стать другим доминирующим. Например, первоэлементы одной руны и первоэлементы другой, пересекаясь, создавая определенную взаимосвязь, особенно когда мы создаем руническое программирование, соединение, мы можем заметить, что один какой-то элемент, сливаясь тождественным, может создать доминирующие элементы и в одной, и в другой руне, меняя и ихнюю первоэлементность, первичную первоэлементность. Таким образом, может ли быть Урус, например, стихии воды? Совершенно вероятно, что может быть. То есть в статичном состоянии, первичном состоянии, первоэлементом является Земля. А вот как уже энергии начинают взаимодействовать, может поменяться полярность. Полярность меняется, когда мы меняем вектор транслирования энергии. Это очень хорошо отслеживается в зеркальных рунах. Также в зеркальных рунах я их называю непроявленные или перевернутые руны, то, что называют перевернутые руны. Я их называю неактивные, то есть энергии, которые не имеют активности. То есть это энергии другого характера, то есть энергии, которые не проявляются в материю, но они присутствуют в ином состоянии, поэтому их я называю неактивными. Поэтому есть 4 проявления, всего их 28 аспектов, но на самом деле 4 проявления. Я вам уже так рассказываю, даже, кстати, лекцию рассказываю по Урус. Имеет определенные проявления, по 7 проявлений в каждом из активности, проявленности, непроявленности, неактивности. О чем это говорит? Что это нам дает? Опять же, мы это все рассматриваем относительно биополя, рунической сетки биополя, которую мы изучаем на курсе. Самый главный момент, который нужно понимать, что руна Урус, она, как и все энергии, вспоминаем закон Гермеса, принцип Гермеса, что все вибрирует, все меняется. Поэтому энергия не находится в постоянном стабильном состоянии, что если вот Урус есть вот такая энергия, она по-другому не может быть. Потому что в одном аспекте мы эту энергию измеряем, она имеет одно качество, условно говоря, измеряем. В другом аспекте мы измеряем, она имеет второе, третье. Она может меняться, потому что изменение вибраций разных первоэлементов создает и разное качество энергии. И это нужно учитывать в рунической магии. И когда я подошел к исследованию рунических ставов, я был поражен, что просто-напросто один и тот же став, он не может подходить разным людям. Он может быть индивидуален. Почему? Потому что биополе человека, создавая определенное влияние
оказывая влияние определенными частотами, колебаниями на руну, руна оказывает свое влияние и меняется, или полярность меняется, или меняются определенные частотные вибрации биополя, соответственно, меняется сама частота вибрации руны Урус. Поэтому диагностика, еще раз диагностика, это главный принцип при составлении каких-то программ с помощью рун. А на самом деле руническая магия состоит в том, что это можно программировать. И меня, знаете, я, может, затяну сегодня, но что-то меня так прорвало. Кому интересно, пусть черпает сегодняшнее такое желание поделиться. Меня потрясала всегда та особенность, что рунические ставы выкладывались в интернете. Это многих даже традиционных и классических рунологов удивляет, потому что это всегда индивидуально. Но меня всегда удивляло другое, что один и тот же став подходит для всех. Но не может такое быть, потому что разная вибрация биополя, она не может быть подходить. Это все равно, что как прийти к врачу, и врач выписывает одну и ту же таблетку. То есть от всех болезней таблетка одна, пурген. Знаете, вот от кашля пурген, от головной боли пурген. Вот. Ну, в таком плане. Но я иронизирую, но в этой иронии есть доля правды. Поэтому это, странно вообще. Есть определенная система написания. Или еще мне другой момент удивлял. Вот мне пришел новый став, я его не тестировал, я не знаю, как он работает. Были такие, я читал на некоторых форумах. Или вот такие-то руны, значит, став там от того, но протестируйте, расскажите, как, что. Подождите, ребята. Это все равно, что, например, я обращаюсь к программисту и прошу сделать мне там, не знаю, программу создать какую-то определенную, написанную на языке там C++ или там скрипта, да? Я говорю, мне программа нужна там для выполнения того, того, того. Вот, например, я сейчас веду трансляцию через OSB Studio, я говорю, мне надо вот такого плана, только под свои характеристики программисту создать такую вот программу. Вот, то есть, например, мне нужна там особенность, какая-то особенность. Еще там что-то там, вот это, вот это, вот это. Программист, понимая задачу, он делает эту программу и говорит, на, попробуй. Понятно, что ее нужно тестировать, понятно, что какие-то моменты, но программист, на, попробуй. Я говорю, тут не так оно, там то-то, то. Давай будем дальше там дорабатывать. Программист пишет алгоритм, если мы говорим о математике. Он пишет определенные кодировки. Потом отрабатывается интерфейс, сама подача, то есть, удобство программы. Но математически программа пишется сразу по определенной системе, потому что программист знает язык программирования. Подождите, ребята, вы делаете ставы, вы являетесь программистом. Если ты говоришь, если кто-то называет себя «я рунический маг», я использую руническую магию, я делаю ставы. То есть я перефразирую. Ты являешься программистом. Ты пишешь программы на языке рун. Значит, ты должен знать систему написания этих программ. Ты должен знать алгоритм, и у тебя должна быть система. У меня эта система разработана, поэтому, делая тот или иной став, я не прошу его, протестируйте. Я знаю, как он работает, потому что перед этим я делаю диагностику на рунический став, потом составляю индивидуальный рунический став под этого человека. Вопрос. Мне обратилась за помощью одна женщина. Она говорит, а я могу этот став дать там знакомой? Говорю, нет. Говорит, почему? Он такой классный, он такой суперский, он мне так помог, все, вообще там пищит от радости. Говорю, для нее нужно будет делать индивидуально, даже под эту потребность, которую вы запросили. Почему? Говорю, потому что у нее биополе другое. Кодировка, шифровка биополя другое. И под нее нужно делать
корректировку. Допустим, этот же став, но он все равно корректируется. Потому что в диагностике выявляются побочные руны и какие-то дополнительные элементы. Меняется сам заговор, который является вербальной кодировкой слов ассоциаций, понимаете, которые запускаются намерением. Потому что просто пустить стрелу не прицеливаясь, то есть запустил руну Урус, извините, это все равно, что смысл стрелять из пушки по дробью по воробьям. Ну, где-то так. Шуму много, толку мало. Вот где-то вот примерно то, что я наблюдаю на полях интернета с языком программирования рун. И меня это, в силу того, что я знаю, как это действует, меня удивляет. Нате, протестируйте. Или, как получится. Или это для всех. Я же говорю, таблетка Пургена от всех болезней. То есть она лечит рак, она лечит головную боль, она лечит топор, она лечит слепоту, глухоту, тупость, дурость. Она является снотворным, хорошим. Одна таблетка. Зачем тогда там рецепты, анализы, в таком плане, если перевести на медицинский язык. Вот это мой принцип, это мое понимание, и он основывается на фактах, на исследованиях, а не просто я тут изучил руны, я рунол. Я их прочувствовал на себе, я являюсь носителем этих энергий. Понимаете, я могу создать вибрацию любой энергии руны, притом во всех ее аспектах проявления. Вот где-то так. А это определенный практический опыт. Сори за рекламу, я отвлекся от чтения. Возвращаемся к чтению. И я сегодня наглым образом затяну. Потому что я ее-то читаю. Так вот, если мы посмотрим на руну Урус, мы видим, что время, руна Ера, символ времени, и результат является связывая. Руна Урус является связывает. То есть она связывает время, прикладывается усилие, то есть время, фактор времени, и прикладывание усилий является результатом. Иными словами, руна Урус является определенным элементом, который используется при материализации. Потому что как проявить материю? Нам нужно пространство и время соединить между собой, чтобы проявить время. Так грубо, если мы говорим. Поэтому руна Урус во многих рунических формулах используется как элемент материализации, то есть прикладывания усилия. Многие говорят, я тут добавил Савилью, оно дает энергию. Странно. Савилью имеет, так как она необратимая руна, она имеет амплитуды спада и опускания энергии. На определенном этапе всплеск, например, какой-то денежный став, все вау, получили деньги, а потом раз спад и шел, и пошли откаты, пошел забор денег. Почему-то об этом никто не говорит. А Урус дает первичный импульс. Это импульс силы, который создает, забор энергии, это все равно, что, знаете, какой-то генератор запустить, и весь город, у всего города пропало электричество, но зато запустилось селище какого-то генератора для какого-то эксперимента. Знаете, бывает так, показывают. Запустили и такой вот импульс в некоторых фильмах. Вот Урус, она является вот этим мощным толчком, забирающим максимально все силы для мощного запуска любых энергий. Вот что характерно для Урус. Так, хватит, я вам тут и так много рассказал. Закрываем схему и читаем Ральфа Блюма. Это мой комментарий на полчаса относительно первого абзаца. Теперь давайте немножко форсировать, чтобы мы не затягивались. Поэтому я согласен, и действительно можно говорить, что это руна новых начинаний, нового импульса. Позитивный рост и изменения, тем не менее, могут включать в себя погружение во тьму, как элемент процесса вечного обновления. Точка. Знаете, почему руна Урус
при руне Урус идет как бы такое восприятие погружения в темноту. Вы знаете, что такое нагрузка при сильном подъеме? Вот если вы не знаете, что такое нагрузка, можете попробовать. Резко встать с постели, у вас потемнеет в глазах и закружится голова. Или, например, когда ракета или самолет идут резко на взлет. Вот это и есть вот попадание во тьму. Это ассоциативный образ. Дело в том, что когда идет резкий импульс, резкий, мощный всплеск на новое начинание, нового обновления процесса, то идет как некое такое ощущение погружения во тьму. Если мы переносим это на духовный аспект, не только на энергетический, то в некоторых случаях, когда мы делаем резкий импульс, у нас как бы такое впечатление, что происходит какой-то квантовый скачок, где все темнеет кругом. То есть размазывается время и пространство, и мы не видим реальности, да, очертания реальности. Вот это примерно то, о чем говорит Ральф Блюм. Но он это говорит, скорее всего, философски рассудительно. Я вам говорю это как практик. Как и в природе, такой процесс состоит из 5 этапов. Смерть, распад, оплодотворение, созревание, возрождение. То есть он говорит о 5 этапах, которые символизируют сам элемент перерождения, то есть элемент трансформации, элемент то, что называют жизнь и смерть. Вот это колесо жизни и смерти. Идет смерть и распад, то есть гниение. Дальше идет фундамент для нового роста, оплодотворения, потом идет созревание, потом идет возрождение. Это цикл бесконечный. И после возрождения опять идет упадок, то есть промежуточный. Поэтому этапы или процессы, которые предшествуют вот этому новому начинанию, это можно говорить о неком начинании из любого из этого этапа. Потому что если мы возьмем смерть, это новый импульс. Если мы возьмем распад, это новый импульс. Если мы говорим о плодотворении, это новый импульс. Если мы говорим о созревании или возрождении, или спаде, или еще о чем-то подобном, потому что можно сюда еще добавить, например, смерти предшествует, точно уже не возрождение. Когда ты возродился, то есть еще элемент определенный проживания, да, или вызревания, я бы так сказал, да, вот. И идет элемент какой-то, вот как осень, да, желтение, устаревание или заката, эпитеты. Поэтому можно добавить определенные моменты в этом понимании, в эти этапы. Ральф Блюм выделил 5 этапов, классических эзотерических 5 этапов, характеризующие колесо рождений, колесо трансформации. Но на любом этапе это всегда новое начинание. И руна Урус может, смотрите, дополнительная нам информация. Руна Урус может быть элементом смерти. Руна Урус может быть элементом распада, то есть начало распада, начало смерти, начало оплодотворения, да? Начало созревания, начало возрождения. Вот эти вот моменты, которые нам дают дополнительное понимание глубины руны Урус. События, происходящие в настоящее время, могут побудить вас испытывать смерть внутри себя. События, которые создают смертельность. В чем они заключаются? Дело в том, что на старом отжившем новое не взрастет. То есть старые убеждения, старая парадигма, старая вера, старое восприятие, испорченная материя, какие-то там предметы, что хотите, можете взять, старое, устаревшее. Да? Новое никак не сможет возродиться, потому что старое, как засохшая трава, она глушит молодую траву, понимаете? И старому нужно уйти, чтобы возросло новое. Вот почему, будем говорить, поколение, которое перешагнуло за полтинник, оно говорит: о, у нас вода была мокрее, воздух свежее, и вообще было все очень прекрасно, замечательно. А вот у молодежи уже и вода не такая,
не мокрая, и воздух не такой свежий и так далее. То есть эта парадигма старого, она должна дать путь новому, иначе не будет вечного цикла прогресса становления. События, происходящие в настоящее время, могут побудить вас испытать смерть внутри себя. Это и есть первый знак и характеристика в некотором смысле руны Урус, которая побуждает нас оставить старое, прийти к новому убеждению. Тогда мы можем возродиться. Однако, поскольку изменение себя никогда не бывает принудительным, вот здесь вот я остановлюсь, бывает принудительным. Когда пришло уже время, пришла пора. Почему руна Урус, помним, в древе Игдрасиль соединена с Мидгардом, да, символ Мидгарда руна Ера. Пришло время, поэтому принудительным может ли быть, не бывает, изменение себя никогда не бывает принудительным, бывает, если пришло время. Мы всегда вправе воспрепятствовать ему. То есть изменениям мы не сможем воспрепятствовать, если пришло время. Мы можем бегать от себя, не меняясь, но когда придет время, мы вынуждены будем измениться, даже хотя бы к концу жизни, на пороге смерти. Не забывайте о том, что новая форма, новая жизнь всегда лучше прежней. Ну, здесь позитивное такое пожелание, да. То есть лучше выбрать новую жизнь, чем прежнюю, старую, устаревшую. Это вот и есть принцип, будем говорить, изменений, да, изменений себя. В то же время будьте готовы к тому, что многие благоприятные возможности таятся под личиной потерь. Ну, знаете, гриб можно найти под листком дуба, который под дубовик или под осиновик, под листом, да, в какой-то степени. Ну, такой вот аллегория что-то мне пришла такая вот. Под личиной потерь. Мы же ведь не хотим терять, но иногда нужно что-то отдать, чтобы получить что-то новое, правда? Невозможно все время только приобретать. Где-то должен быть движение энергии. Это может оказаться утрата кого-то или чего-то, к чему вы испытываете сильную эмоциональную привязанность, и на переживание о чем уходит некая часть вашей жизни. Слабый должен умереть, уйти, побеждать сильнейший в духе Уруза. Да, Алиса, согласен с тобой. Слабый должен уйти. Это правда. Вот переживания. Я не буду сейчас на полчаса разводить снова теорию о переживаниях, но, как правило, переживание о прошлом, оно не дает развиваться будущему. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы извлекать уроки из прошлого и его отпускать, дабы, выстраивая в настоящем будущем, использовать уроки прошлого, не впадая в уныние и истерики того, что уже ушло. Будь то кто-то умер, будь то что-либо мы потеряли. Хотя терять мы не любим. Но тем не менее, даже в этом мы можем приобрести. Иногда мы не знаем, что лучше. Иметь то, что уже отжило, как говорят, синица в руках, чем журавля, который может быть, а может не быть. Будущее призрачно, да, то есть туманно в таком плане. Уходит некая часть вашей жизни, часть, которую вы должны возвратить себе, чтобы иметь возможность проживать ее для себя. Ключевой момент. Следует проживать для себя любимого, потому что именно вы пришли не для того, чтобы помогать другим, а помочь себе. А вот если в вашей жизни происходит взаимодействие с другими людьми, то уже договоренность. Как вы договоритесь на основе партнерства. То есть это руна Геба.
Кстати, я не сказал по поводу става, упустил, что каждая руна является ставом. В руне Урус есть руна Лагус, если вы увидите. Где-то так есть. Она показывает. Притом кто-то видит еще и руну Кенов. Так что все может быть. Она имеет поток силы, и эту силу можно увидеть. Но если так вот импровизировать. Читаем дальше. Часть, которую вы должны возвратить себе, чтобы иметь возможность проживать ее для себя. Когда привязанность разорвана, отношение в корне изменится, и в определенном смысле происходит познание опыта смерти. Я всегда говорил, что лучше проживать свой опыт на чужих ошибках. В этом есть мудрость, магическая мудрость. Ибо понимание процесса является магическим актом. Это не я придумал, это еще сказал Алистер Кроу. Ищите среди пепла, и вы обнаружите новые перспективы и новую жизнь. Обычно лес намного быстрее восстанавливается после пожарища, но быстрее по буйству зелени. Деревья, конечно, дольше растут, но во всяком случае дает новую жизнь в этом плане. Древним символом Урус является зубр, дикий бык. Когда его умудрялись приручить, что было безмерно сложной задачей, он мог перевозить очень тяжелые грузы. Учитесь приспосабливаться к требованиям столь созидательного момента. Ну, я бы сказал научиться не приспосабливаться, потому что руна Урус учит не приспособлению, а учит ловкости и пониманию, как действует сила. И поэтому этой силой лучше научиться управлять, то есть быть не быком, а быть тем, кто приручил этого быка. Это мое видение. К требованию столь созидательного момента. Это руна твердых принципов. В то же самое время от вас требуется смирение. Но если смириться как бык, то я тут это немножко не понимаю. Смирение необходимо, это, знаете, как замирание. Я бы так сказал, потому что замирание и смирение один и тот же корень, но разное значение. Замереть на какое-то время, чтобы не погибнуть под этой силой, чтобы выстоять и потом обуздать эту силу. Тут да. Поскольку для того, чтобы править, вы должны научиться служить. Но здесь есть тоже определенный смысл. Если мы умеем служить или даже не служить, я бы это слово, если мы умеем отдавать, то мы тогда научимся и брать. Потому что если править или управлять, это всегда настройка на то, что тебе нужно и для того, чтобы получить, нужно и отдать. Я бы так перефразировал. Править, управлять. Чтобы управлять, мы должны научиться что делать? Отдавать вместо служить. Урус напоминает вам, что и ваша душа, и универсум, он так называет абсолют, служат опорой перехода к новому этапу развития. Совершенно верно. Перевернутая руна в перевернутом положении. Читаем. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да видит. Если вы не будете следовать этому принципу, то можете потерпеть неудачу в извлечении выгоды. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит. Это способ защиты. И мы можем говорить, что в руне Урус проявляется определенный элемент защиты. Умение иметь уши для слышания и иметь глаза для видения, потому что многие имеют уши и глаза, но они глухие и слепы. Это основной момент, почему многие не хотят менять свою жизнь, менять себя. Вот где-то так. Поэтому имеющие уши, имеющие глаза, да увидит, да услышит.
Если вы не будете следовать этому принципу, то можете потерпеть неудачи в извлечении выгоды из благоприятного момента. Результатом вполне может стать упущенная возможность или ослабление вашей позиции. Может даже показаться, будто ваша собственная сила использована против вас. Так оно и есть. Это аспект перевернутой руны Урус. Для кого-то, если она для вас перевернута, то бишь неактивна, это обестачивание или отсутствие силы, то для кого-то она прямая и активная. Если вы упускаете возможность, то кто-то этой возможностью использует. Поэтому нужно научиться управлять этой силой для того, чтобы эта сила всегда давала тот импульс, который необходим вам для начинания. Для одних проявление перевернутой руны Урус послужит предостережением, предлагая способы сократить до минимума потери и неприятности. Других, чьи возможности осознания ниже, может повергнуть в состояние тяжелого потрясения. В перевернутом положении эта руна требует от вас серьезных размышлений о качестве ваших взаимоотношений с собственным «я». То есть мы обестачиваем свое физическое тело и свое собственное «я», и из-за этого теряем. И руна Урус об этом нам подсказывает. Однако мужайтесь, задумайтесь о беспрерывном круговороте смерти и возрождения, подбадривает Ральф Блюм. Нескончаемой череде уходов и возвращений, умираний и перевоплощений, я бы так дал. Может, здесь он где-то намекает об этом. Все, что мы испытываем, имеет начало, середину и конец, за который следует новое начало. Поэтому не отказывайтесь от погружения во тьму, оказавшись на большой глубине, станьте искателем жемчуга. Такое оптимистическое завершение этой части. Я добавлю еще определенные комментарии относительно прямого и перевернутого Урус. Прямой Урус в большинстве случаев всегда нужно рассматривать в первую очередь как импульс силы, как мощь, как некий затратный момент, который отбирает всю энергию, но ради какого-то рывка, ради прорыва. Поэтому это даже, можно сказать, руна прорыва, руна возрождения. Это руна силы, жизненной силы, активной силы, жизненного физической силы. Перевернуто — это упадок силы или отсутствие силы. В некоторых случаях, в некоторых раскладах прямой Урус говорит о здоровье, перевернутый говорит о том, что вы на грани истощения или на грани болезни. Это не смертельное, но она может показывать о взаимодействии с физическим телом. Поэтому, естественно, нельзя вот сказать, что руна Урус означает вот это, вот это, вот это. Этими прекрасные руны, тем, что они имеют глубину и широту понимания и всегда относительно чего-либо. И это не значит сравнение с чем-то, да, то есть там каким-то дуальным образом. А руны, они или усиливают, или ослабляют определенные аспекты тех или иных вещей, тех или иных явлений, тех или иных событий, тех или иных состояний человека. Поэтому нужно смотреть, она может дать очень много подсказки, но ее всегда нужно соотносить. Не сравнивать, не противоставлять, а соотносить. И тогда она нам раскроет свою мудрость. Вот где-то так. На сегодня все. Я вам наговорил 54 минуты. Буду рад, если вы поставите свое мнение, там, знаете, как гладиаторам раньше ставили в Риме, помиловать или не помиловать. Поэтому вы в амфитеатре можете поставить
помиловать или не помиловать это видео. Если вы его милуете, то это только вам, потому что лайк — это я буду мелькать у вас в ленте с новыми выпусками, а дизлайк — это отвали, ты мне не интересен. Также, друзья мои, не забудьте, что есть традиционное приглашение подписаться. Кто не подписан на канал, кто смотрит это видео в первый раз, вы можете оставить комментарий внизу под этим видео. Под этим видео будет прикрепленная ссылка на плейлист, где уже есть 27 видео. Также не забудьте поставить все уведомления в колокольчике извещений, чтобы вам приходили новые видео моего канала. Буду рад новой встрече завтра в 18:00. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.